Приветствую вас, друзья! Вот и пролетела одна неделя, и мы с вами вновь в рубрике Music Tips на моем YouTube-канале. Сегодня у меня в гостях удивительный музыкант, который на сегодняшний день является единственным исполнителем, который играл на крыше знаменитого оперного театра в Сиднее в Австралии. Этого человека зовут Аркадий Шилклопер. Аркаша, приветствую! Добрый день! Сегодня наша тема разговора – это перманентное дыхание. У кого, как не у Аркадия Шилклопера, спросить об этом? Эта техника игры, прием игры пришел к нам из фольклора. Ну, я сыграю это на валторне, а потом мы посмотрим, что, на чем еще можно будет сыграть. Да. Прошу. Формат программы не позволяет играть это в течение еще там 2 долгого часов. времени. Да. Вот. Но теоретически я могу играть долго. Основа перманентного дыхания – это постоянный непрерываемый звук. В тот момент, когда заканчивается воздух в щеках, носом я быстренько добавляю. Ну, тут уже мастерство музыканта, когда надо держать, чтобы звук не прерывался. А скажи, пожалуйста, какой первый шаг при освоении этого исполнительского приема? Я советую использовать коктейльную трубочку и стакан с водой. А вот и тот самый стакан с водой и коктейльная трубочка, Аркадий. Да, это то, что я предлагаю своим студентам на мастер-классах. Мы берем трубочку и пытаемся бурлить, да? Так. Бурлата. То есть, Бурлата. Да, да. То есть получается, что в момент, пока воздух выходит, в этот же момент мы дышим через нос, создавая подушку из воздуха. Совершенно верно. Спасибо этому стакану. Но я услышал еще, что появлялся второй тон, Да. вторая мелодическая линия. Это называется мультифоник. Да? Как ты это делаешь? Это все обертона. Это может быть обертон, который я пою выше, чем играю. Вот я играю ноту фа по музыке, да? А пою ноту соль. Другой вариант еще, опять-таки, я пою верхний голос, но при чистом исполнении звучит еще обертон дополнительно. Значит, да, пою, вот этот я пою. Слышишь, еще обертон ля. И звук, я слышу аккорд. Вот. Аккорд. Это правильно, совершенно верно. Получается, одну ноту играть, вторую петь и третий Обертон. это обертон. Да. В каком диапазоне это возможно наиболее удачным? Ну, я использую это в нижнем диапазоне. И, кстати, Аркадий может исполнить это даже на самых бытовых предметах, как, например, на... У вас есть пылесос? Да, у нас есть пылесос, мы сейчас поменяем стакан на пылесос. А вот и чудесное превращение. Я на несколько секунд стал волторнистом, а вот кем стал Аркадий, даже сложно сказать. Исполнитель на пылесосе. Давайте мы послушаем, как звучит пылесос.
Браво! Ха! Перманентное дыхание на пылесосе. Это фантастика. Но фантастика — это не само перманентное дыхание, а то, что в гостях у нас сегодня Аркадий Шилклопер. Большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Ровно через неделю мы встретимся с вами вновь. Это Music Tips. С вами Юрий Медяник. И удачи!